Айоу, чуваки, вы на канале Айдо, и это видео о 100 днях выживания в мире The Forest. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. В целом, в него играл я очень давно и ни разу не проходил его полностью. Да и вообще, последний раз, когда я его запускал, он был еще в ранней бете. И Forest — это довольно мрачный выживач с достаточно страшной атмосферой, особенно в пещерах, когда твоя видимость ну просто очень сильно ограничена. В один из подобных заходов меня даже посетило чувство, чем-то похожее на панику, и это не преувеличение. А еще достаточно забавная штука, что я прошел игру без единой смерти, но на этом внимание заострять я не буду, потому что делать 100 дней без смертей не было моей изначальной целью, да и играл я не на высокой сложности. Тем не менее, мир Фореста — это мир настоящих исследований, запоминания местности, адаптации к окружающей среде, вырабатыванию навыков и использованию багов игры. Ну что ж, не будем тянуть и... Вы думали, что наше приключение начнется с леса? А вот нифига, хотя признаться, сюрпризы начались еще со вступления. Мы летели с сыном в самолете, и мало того, что я даже не женат, так этот мелкий вместо раскрасок читал руководство по выживанию в дикой местности. Да, не тому я его учил. Нет, чтобы в Денди днями задротить, сидит, книжки читает. Но и уже тут начались неприятности. Видать, разбитые дороги нашли нас даже на высоте в несколько тысяч метров. И перед потерей сознания мы видим, как наш последний шанс на продолжение рода забирает местный абориген, и просыпаемся мы уже под утро. И здесь наше выживание начинается. Пора быть предельно серьезным, потому что в Форест раньше я не проходил, и, быть может, именно серьезный подход поможет мне поскорее развиться и найти своего сына. А все потому, что он пока что является моим главным подозреваемым в этом происшествии. Нет, ну вы видели, уже в самолете он знал, что нас ждет крушение, иначе не стал бы читать книжку про выживание в 10 лет. Пора бы его найти и разобраться, что здесь происходит. И само собой, что в самом начале выживания я обыскал сам самолет, так как полезные вещи здесь явно могли еще остаться. Что и случилось, и в пассажирских сумках, кроме бесполезных бейсбольных мечей, была ткань, изолента, таблетки и прочие съестные мелочи. Вторым делом я решил вообще понять, где я нахожусь, так как сразу же мне хотелось пойти куда-то на побережье, чтобы можно было не ждать атаки хотя бы с одной из сторон. Но буквально сразу же я наткнулся на пустую деревню с несколькими домами. Хорошо, что здесь никого не было. Это позволило мне спокойно обыскать ее и забрать печатные платы, найти пару бывших пассажиров, а также много банок газировки, кучу дорожных сумок с мелким лутом и, что немаловажно, веревки. Почему-то мне кажется, что в этой игре веревки — это достаточно важный ресурс. На ее окраине я нашел рисунок сына, где одно из двух: или батя с детства учит своего сына воровской жизни, вручая ему ствол, или держит в руках топор для тех же целей. Первым вступать в бой я не хотел и решил убежать. Мне казалось, что оттянув первое сражение по максимуму, я спасу себя от будущих нападок местных жителей. Как же я ошибался. Порывшись в инвентаре, я увидел потрескавшийся череп и, о чудо, насадив его на палку, я сделал себе примитивную дубину, а после вышел к какой-то реке и решил направиться в сторону моря, потому что, по идее, чем ближе к морю, тем безопаснее, и все эти бледолицые парни должны жить где-то в глубине острова. Но я, заблудился, и либо разработчики очень ленивые, либо, да, я вернулся в ту же самую деревню. Теперь я решил не сворачивать и двигаться строго по прямой, насколько это вообще возможно. По пути встретил пещеру, но у меня ни еды, ни воды, ни оружия толком нет, так что я отметил ее флажком и двинулся дальше, найдя еще одну деревню. Здесь тоже были веревки, и поскольку в мой рюкзак больше их не помещалось, я посмотрел рецепты и скрафтил себе лук, а спустя пару минут увидел самый страшный скример за этот день выживания. Но смеяться от забагованных скримеров было некогда, так как в затылок мне уже дышало два аборигена. Эти парни появились здесь настолько быстро, что я даже не услышал, как они подошли. Хорошо, что я успел скрафтить себе дубину, так как она имела достаточно приличный урон, особенно в сравнении с легким топором. Да вы только посмотрите, как отличаются их размеры в инвентаре. Я смотрю, что в Форесте размеры решает. Не, ну это нормальная история.
И я наконец-то вышел к морю, где в теории и хотел бы построиться в будущем. Нашел фотокарточку на какой-то могиле, и это яхта, туда я определенно должен буду сплавать в ближайшее время, как и сходить к тому огромному дубу вдали. Мы, пораженные геймеры, видя подобные уникальные объекты, сразу же понимаем, что там должно быть что-то полезное. Бросив палку ко второй палке, я сделал копье, а вот этот вот уступ показался мне отличным местом для базы, так как минимум с одной его стороны был обрыв, и дикари туда точно не заберутся. В моем выживании есть 3 базовые потребности, без которых я явно не смогу двигаться дальше, и я просто не могу их игнорировать. Первое – это жилье для сна и сохранения игры, чем я и занялся первым делом. Второе – это пища, и последнее, но не менее важное – это вода. О защите и оружии я пока особо не думал, так как по идее всегда можно убежать, и я начал добывать ресурсы для своего убежища. Начал рубить дерево, и в свое время именно эта механика и заставила меня обратить внимание на эту игру. Просто кайф. Зря я на финансиста учился, надо было стать лесорубом. Попутно я собирал камни и палки, которые то и дело попадались на глаза, и когда я доделал импровизированную палатку, уже почти стемнело. Я сохранился и решил, что надо успеть за сегодняшний день хотя бы сплавать на ту яхту и посмотреть, что там есть. Резко начавшийся дождь заставил меня вспомнить о воде и жажде. Обернувшись, я увидел черепаху, и по крайней мере этот рецепт я все еще помнил. Из ее панциря может получиться отличный, хоть не очень емкий, водосборник, потому что пить воду из моря или мелких озер здесь нельзя. Первая соленая, а вторая грязная. Ну просто очень резко потемнело, но я все же решил сплавать на яхту. Сейчас я не имею малейшего понятия, как быстро проходится The Forest, и надо бы стараться не тратить время зря. Я нашел самый страшный, судя по музыке, выпуск о яхтах в этом мире. Пару веревок, которые не влезали в карманы, и уже замерзнув, увидел закрытую каюту, за которой явно пряталось что-то интересное. Странное фото, молоко с изображением пропавшего мальчика, и диктофон с кассетой, и баллоны с кислородом, который пока что хрен знает как использовать. Я решил заночевать прямо здесь, надеясь, что персонаж не умрет ночью от холода. Второй день, а еды и воды у меня пока особо-то и нет, но выплывая на сушу, я сразу же увидел черепаху, а это значит еще один сборщик для воды. Плюс о еде я тоже решил позаботиться как можно раньше и расчертил место под сушилку, а после прикинул чертеж будущего чистокола, чтобы защитить свои подстройки и ресурсы от любопытных глаз. Да, 90 бревен, и кто я такой, чтобы жаловаться на гринд в прошлой 100-дневке по Вальхейму, когда тут же уже на старте мне предлагают свалить пол леса. Сперва я закончил сушилку и повесил на нее все мясо, что у меня было, а после продолжил рубить деревья. Правда, меня прервали. И в первом же бою я чуть не умер, пришлось отступить и вооружиться дубиной. Все же маленьким топором приходится очень много махать. Я не поддался эмоциям и сразу же воспользовался моментом, чтобы ударить аборигена, поскольку, как ни крути, это они прибежали ко мне и они решили на меня напасть. Все же я закончил забор. Чтобы избавиться от тел, я разжег большой костер. Он был самым оптимальным вариантом, поскольку, чтобы вновь его разжечь, мне было достаточно одной только зажигалки. Но на фоне был слышен жуткий смех, и пришлось отбиваться еще от одной местной жительницы. Да, я надеюсь, что это был просто баг, иначе вся моя затея с обрывом, как линией защиты, катится на дно. А после сожжения, к слову, на этом месте оставались кости, которые можно было приспособить к себе, как доспехи, поэтому я сразу поставил чертеж ящика, чтобы складывать в него все излишки костей на будущее. Хоть голод меня пока особо не тревожил, сушилки не должны пустовать, ведь мясо сохнет не сразу. С копьем наперевес я двинулся в лес в надежде найти что-то съедобное. И, к моему большому счастью, буквально в 30 метрах отсюда был пруд с рыбой, и я притащил домой 3 рыбины в инвентаре и одну на острие своего копья. После короткой рубки бревен, создания ремонтного молотка, чтобы убирать последствия нападений, я увидел, что можно улучшать копье с помощью тех же костей. Да, пока кости — это мой любимый ресурс. А затем опять резко потемнело, я сел у костра и расчехлил гитару, чтобы спеть свою любимую песню.
Девочка Wednesday, с последней парты напишу тебе песню, но не для цовчата. Девочка Wednesday, грустно. С утреца пораньше я сразу же решил поесть, но мясо еще не успело подсушиться, поэтому я побрел к ближайшему озерцу, именно оно и будет меня кормить в ближайшее время. А учитывая, что Форест как был полон багов, так и остался, то это бесконечный источник пищи. После я продолжил валить деревья для постройки чистокола, и заметьте, в какой я одежде. Гитаристы поймут, ведь у каждого гитариста в гардеробе обязательно есть клетчатая рубашка, хотя скорее синяя, чем красная. Плюсаните в чат, если так оно и есть. Чуть позднее я пошел охотиться с копьем в надежде убить кроликов и варанов, но поначалу все шло довольно трудно. Мне помогали только баги, а раз когда я метал копье в варана, как раз в ту же секунду именно в ту самую точку прибежал кролик, и это единственный подбитый мною ушастик за сегодня. А вот варанов я завалил достаточно много и сразу же применил их шкуры, потому что по мне проходил достаточно порядочный урон от аборигенов, и я хотел дополнительной защиты. К слову, эта лужайка максимально ровная и тут нет деревьев, как по мне для охоты это просто идеальное место. И здесь же мне удалось добыть немного перья перед тем, как я возвратился домой. Перья хватило только на 5 стрел, и, о чудо, в руководстве по выживанию был рецепт птичника, и что-то мне подсказывает, что эта история как раз о перье для стрел, так что я сразу решил его построить. И не успел я выйти из лагеря, как увидел рядом троих среднестатистических учеников здешнего ПТУ и понял, что боя не избежать. Женщине удалось убежать, и пока ее товарищи превращаются в пыль, надеюсь, она передаст остальным, что со мной лучше не связываться. Сегодня по классике поджарил мясо, а вот жажду утолять пришлось газировкой, так как дождей пока не видно. Смотрите, я почти достроил черт, на меня нападают буквально каждый день, и это уже начинает надоедать. Я по-быстрому достроил ограду и вступил в бой, оказав гостям сначала услуги стоматолога, а потом и услуги кремирования. Кстати, посмотрите, какую кайфовую дорожку я построил. И знаете, я играю в игры уже далеко не первый день и понимаю, что у игровых движков есть некие недочеты. Так, например, я не собирался сильно заморачиваться с сооружением сильной базы, потому что думаю, если я буду бегать где-то далеко от дома, то он банально не будет прорисовываться, как и вражеские неписи, так что разрушить базу они не смогут. Но все же я решил добавить еще защиты для своих стен, чтобы избежать дополнительного фарма древесины. Я надеюсь, это не будет слишком трудно, так как камни спавнятся везде. Стоит только отвернуться. Словом, в тот день я только и успел, что отбить еще одну атаку, в этот раз на меня напал всего один человек, да укрепить 3 стены. А вечером хотел попробовать вскипятить воду в кастрюле и вылить ее в водосборники. Если бы так можно было сделать, это бы было очень круто. Ведь не надо ждать дождя и можно сколотить запас воды самостоятельно. Но знаете как бывает, сначала ты хочешь просто воды вскипятить, а в итоге делаешь себе супчик с мясом и смесью трав. Пятый день я решил, пора бы слазить в одну из пещер, что я нашел. Дубина, которую я забрал у аборигенов, вроде неплохо так бьет, да и лук со стрелами есть, а сверху свежескрафченные мною коктейли Молотова. И пещеры — это самая страшная часть игры. По пути я разбил пару дорожных чемоданов на побережье, уж не помню, разбивал ли я их раньше или нет, но Форест — это такая штука, которая может спокойно их опять сделать целыми. Я пошел в ближайшую пещеру, которая находилась на той большой открытой лужайке, где я и охотился. Спуск был максимально длинным, и я ничего хорошего не ждал. Надеюсь, то, что я добавлю яркости в видео, позволит вам хотя бы что-нибудь разглядеть, потому что в самой игре пещеры максимально темные, даже с учетом максимально выставленной яркости. И тут я увидел какую-то большую многоногую хрень вкупе с мутантами-младенцами. Да, Форест явно не искал приличий и толерантности в то время, когда он выходил, но сейчас меня больше заботила эта штука. Я помню, что бьет она очень больно, и начал бегать по пещере в попытке найти какую-то возвышенность. И хоть не сразу, но мне удалось. Я залез на камень и начал отстреливаться оттуда из лука. И мне бы не хватило стрел, если бы не возможность вытаскивать их из тела самой цели. Так я мог стрелять просто бесконечно, с одним лишь условием — не промахиваться.
И вот спустя где-то 20 плюс стрел эта штука свалилась с ног. Я сдер с нее шкуру и сделал себе какую-то броню, а потом сократил мучения мелких мутантов. По пути я собирал все, что не прибито и что помещается в инвентарь. Чтобы взять лишнюю веревку, я использовал свою и сделал мешочек для ягод, кажись. А после начал очень долго блуждать по извилистым ходам, взяв в руки дубину. Первые нападавшие отлетели достаточно быстро и пошли на костяную броню, которую я сделал сразу же после их гибели. Я нашел заколоченный проход, за которым ничего не было, плеер, который не мог взять, потому что один у меня уже был. Минут через 5 я нашел еще один спуск и, затаив дыхание, воспользовался им, ожидая новую порцию страха. Но на удивление это место было маленькой пещеркой с большущим запасом вещей. Щетка, лекарства, тряпье и стрелы, красная краска, хрен пойми для чего нужная, целый ящик динамита. По идее, я смогу вернуться сюда в будущем и пополнять запасы того же динамита или стрел. И самое ценное приобретение здесь – это металлический топор. Не знаю, как он покажет себя в бою, но на вид он выглядит очень круто. Побродив еще несколько минут, я нашел голову от игрушки и пару новых врагов, которых также пустил на броню. И, признаюсь вам, я помнил, что где-то среди этих хитросплетений тоннелей должна быть карта. И только из-за этого блеклого воспоминания я продолжал свои бесконечные поиски. По ощущениям я бегал минут 20, хотя по факту, думаю, гораздо меньше, но кроме рисунка я пока не нашел ничего, и все чаще забегал в уже знакомые мне места, думая, что же я делаю не так. В одном таком месте было много выпивки, и я сделал максимально возможное количество коктейлей Молотова, которые смог поместить в своем рюкзаке. Заметив веревку с подъемом вверх, я уже решил, что это путь к выходу, но как только увидел много яркого света и какой-то листок, то понял, что мои мучения были не напрасны. Здесь лежало тело какого-то туриста, а рядом с ним надпись, которую с моим знанием английского я перевел как «Бог виноват, что родители теряют своих детей». Рядом был компас, по идее бесполезный, и «О да, это карта». Домой я возвращался с полными штанами радости, правда вылез я в незнакомом для себя месте в какой-то деревне и бежал домой так быстро, как только мог, чтобы не попасться врагам в этой темноте. Ну а дома первым же делом быстро сохранился. Прошлый день я тупо целиком провел в пещере. Я погуглил, сколько длится один игровой день, и это около 36 минут. Так что, 100-дневка может занять у меня около 60 часов реального времени. Жесть, я надеюсь, что вам она понравится, и вы подбодрите меня лайком под этим видосом. Ведь лайки бесплатные, а я каждый раз радуюсь от них как ребенок. И сегодняшний день я целиком и полностью потратил на каменное усиление стен, закончив только ночью. За день на меня нападали разок, но увидев, что пара ребят пала в бою, остальные разбежались. И вот уже наглядно показываю, когда я смог закончить ограду. Темной непроглядной ночью, с зажигалкой в руках и с поиском камней. Хорошо, что они респавнятся буквально каждую минуту, если даже не чаще. Опять я пошел охотиться, потому что увидел рецепт колчана, а чем больше стрел, тем лучше. Постепенно я научился более-менее хорошо стрелять, благодаря этому сучку, который просто так здесь оказался. Но я только за. Двое зайцев улетело почти сразу, потом новое нападение, и как видите, то, что я уже начал строить костер, расскажет вам о том, чем в итоге этот бой закончился и сколько костяной брони я себе добавил. Позднее я решил посетить вторую пещеру, а поскольку по пути мне попадалась старая деревня, я в нее заглянул и увидел каменную породу, которую можно было взорвать. Насколько я помнил, такие вещи взрывались только с помощью дорогостоящей для крафта взрывчаткой, но значок динамита меня успокоил. Внутри лежала часть оружия, несколько пуль и веревка. Если бы я знал, каким морально тяжелым и бессмысленным будет мой поход в пещеры, то я бы туда никогда в жизни не полез. Нет, я не встретил каких-то сверхсильных врагов, не нашел новых полезных вещей, только кассету с какой-то записью, и морально тяжелым этот забег был потому, что я действительно заблудился. Это было просто нереально странно, потому что прошлый раз я здесь бегал без карты и спокойно смог найти выход. А сейчас, спустя минут 20 блужданий в знакомых локациях, я решил, что обыскал здесь все, и решил, что пора бы отсюда убираться. Но я, тупо бегал кругами. Скорее всего из-за спешки, но я не мог найти выход, хотя прекрасно и знал, где он расположен на карте.
но вместо того, чтобы собраться и аккуратно, следуя карте, искать нужный тоннель, я бегал как угорелый, пытаясь поскорее отсюда выбраться. В один момент я ощутил чувства, слегка похожие на панику. Сраные пещеры меня победили. Я смог найти выход только под утро следующего дня, а это значит... Покушав, в этот раз я решил отправиться исследовать именно внешний мир, потому что внутренний мир Фореста пока что повергал меня только в отчаяние. Я сбегал к большому дубу, который, судя по своим размерам и оригинальному внешнему виду, является какой-то точкой интереса. И да, рядом с ним была каменная порода с второй частью оружия и порцией пуль. На этом мои исследования не закончились. Я решил сплавать на маленький остров, что был в поле моего зрения. Для этого сделал маленький плот из растущих рядом деревьев и ничего там не нашел. Скорее всего, я просто невнимательный, но кроме уламков корабля и странного булыжника, который выделялся текстурой, тут ничего не было. Поскольку рядом с этим булыжником не подсвечивался динамит, то я решил его и не тратить попусту, а мысль о том, что здесь могут быть уламки корабля на морском дне, я не проверял, потому что у меня были только кислородные баллоны, но никак не сам акваланг. Я слазил на одну из аборигенских вышек, но ничего полезного там не увидел, кроме контейнеров дальше на берегу. Но там, к сожалению, были только платы, которых у меня и так было много. Мне хотелось найти еще какой-то вход в пещеру, и я думал, что такие будут вдоль берега, но, к сожалению, не нашел такого, но нашел деревню, где столкнулся с новой порцией гостей, а потом опять услышал жуткий крик. Я не знаю, что это, но подобные звуки просто ужасают, особенно сейчас, когда я играю в наушниках. Поскольку очень быстро потемнело, то я решил лечь спать в палатке, которую увидел рядом с деревней. Я обнаружил пещеру в максимально неожиданном для меня месте, метрах в 5 от палатки, в которой я спал. Утро началось очень весело. Я случайно чуть не разбился, и то ли это разработчики позаботились, то ли мне просто повезло, но я упал в воду. Рядом стояли палатки с жутким рисунком, пара сигнальных шашек, я их сразу же опробовал, но мне не особо понравилось. Следующий спуск порадовал каким-то новым монстром. Зная, насколько опасны открытые драки с такими штуками, я сразу же запрыгнул на высокий уступ, сделал себе огненные стрелы и... Сюда без особых трудностей забежал туземец. Я-то от него отбился, но получалось, что это место не такое уж и безопасное, поэтому я перепрыгнул на новое, более высокое и крутое. И очень хорошо, что оно здесь было. Почти сразу монстр согрелся и начал нападать, а я отстреливался огненными стрелами. И эта тварь начала прыгать. Высоко прыгать, я побоялся, что он сможет залезть сюда, но буквально какое-то чудо спасало меня от его атак в прыжке. И только когда я перестал слышать его рычание, осмелился спуститься вниз и сделать из него очередную порцию брони. Здесь я нашел какой-то журнал и случайно взял за текстурами, по-видимому, последнюю кассету, так как получил достижение. В этой же пещере была записка «Не бойся, просто верь». Я уже подготовился к какому-то прыжку веры, но впереди путь ограждали лишь пара завалов, легко очищаемых с помощью динамита. Потом снова пришлось немножко подраться, но каждая драка — это будущая костяная броня, так что мне нормально. Этот коридор расходился на два ответвления, в одном из которых была видеопленка и обрывок какой-то газеты или лотереи, а вот во втором ответвлении было оно. С этой штукой драться в рукопашную нереально, как мне кажется, так что я легонько почесал ей спинку и начал убегать в надежде нащупать высокий выступ и спрятаться там, но эта штука не смогла даже пробежать в узкий проход пещеры, что ее и погубило. Эта ветка шла к большому открытому месту, где меня ждала еще толпа аборигенов, и здесь Форест снова меня напугал. Нет, не криками, орами или случайным скримером, одно из этих созданий вместо атаковать меня село и начало петь. И это испугало меня куда больше, чем все, что я видел до этого. Нет, ну вы просто послушайте. Я не стал ждать, к чему приведет это пение, и сразу же его перебил, а потом протестировал огненные стрелы.
И, к сожалению, ничего нового в этой пещере я больше не увидел. Пещера уходила под воду, и я, конечно, попытался проплыть сквозь нее, но темнота там была непроглядная, да и плыть было далековато. Боясь утонуть, я вернулся назад. Я был немножко опечален тем фактом, что у меня нет акваланга, ведь не знал, насколько полезные вещи могут находиться за водной преградой. Но буквально в 20 метрах я нашел еще одну такую пещеру. Поначалу даже показалось, что это та же самая, ведь тут также был большой спуск. Но все же нет, эта пещера была затоплена целиком. По пути домой я натолкнулся на большой карьер. Насколько помню, в будущих блужданиях пещеры приведут нас именно в него. Но пока я шел домой, по пути решив заглянуть в пещеру, что находилась прямо на моем пути. Изначально я думал, что уже был в этой пещере, но моей желтой метки здесь не было, и такую высокую деревянную палку я вижу впервые. Да, внутри четко стало ясно, что здесь я не был, так как карта здесь была не зарисована. В темных закутках попались очередные враги, но их было всего двое, и я был уверен в себе настолько, что решил затестить найденный мною раньше баллончик. Неплохая, кстати, штука, ей удобно и отбиваться, и зажигать тела без костра. Неудобно только, что неизвестно, насколько заправлен баллон, да и замену искать достаточно долго. К слову, этот я и решил использовать потому, что рядом лежал новый баллончик. Еще один рисунок, явно указывающий на то, что стоит посетить карьер или хотя бы поискать там спуск в пещеру. Что ж, может быть, в будущем я так и сделаю. После второй драки с, как сказал бы Великий, микрочеликами, я нашел фонарик. Эта штука использует батарейки, и где искать новые, я честно пока что не знаю. Но пока заряд есть, в пещерах станет намного светлее. А после очередного спуска еще глубже, я, о чудо, увидел это, акваланг, и залитую пещеру в 2 шагах от этого места. В конце нее были очень стрёмные ворота, я уж было начал готовиться к сражению с возможным боссом, но кроме кучки религиозных фанатиков тут не было ничего полезного. Хотя нет, погодите, тут был ржавый топор и старинное фото мутанта. Да, сюжет Фореста для меня остается максимально запутанным, и пока мне не ясно вообще ничего. Выход из пещеры был достаточно скрытен, и я бы никогда не нашел его случайно. Он находился в центре одного из озер в лесу, куда я бы, скорее всего, никогда бы даже не нырнул. К слову, дома меня ждали гости. Много гостей. С горем пополам мне удалось победить. Правда, когда я начал стрелять из лука, один из нападавших начал убегать. И в обычной ситуации я бы его отпустил, но тут ведь он убегал с торчавшими из него стрелами, и я погнался следом. Я забрал свое, а после начал превращать тела в кости. И снова этот крик. Он ужасен, очень стрёмная штука. Учитывая то, что после такого крика на меня никто не нападает, то кажется, что там может быть действительно что-то ужасное. Признаться, я думал потратить недельку-другую на исследование поверхности острова, улучшение базы, но как-то все слишком сильно закрутилось. Ко мне постепенно приходили воспоминания прошлой игры, лет эдак, точно больше 3 лет, и тогда игру я не осилил. Словом, мне казалось, что где-то здесь, в центре острова, должна быть пещера, ведущая меня к легкому и смертоносному оружию – катане. И я бегал вокруг этой зоны с картой, недоумевая, почему на карте нет отметки очередной пещеры. Это позднее до меня дошло, что явно разработчики отметили только те входы, сквозь которые нам будет труднее всего добираться. А вот короткие пути и выходы, как в этом вашем Скайриме, где сначала ты полчаса бегаешь по пещере, а в ее конце открываешь дверь к выходу и уходишь буквально за 5 секунд. Вот подобные ходы они само собой решили не отмечать, и скорее всего эта пещера, о которой я помнил, была не отмечена именно потому, что ведет прямиком к оружию. Но бегал я долго и успел уже пострелять и зайцев, и варанов, и с местным племенем подраться, и только после всего произошедшего я увидел вход. К слову, в одном из рандомных видео в ютубе я увидел, что в настройках есть цветокор, и с ним пещеры куда светлее, можно даже факел не использовать. Но как бы это круто не было, позже я его все равно убрал, чтобы не портить погружение. Надеюсь только, что на записи вам будет видно хоть что-нибудь. Впереди меня была развилка, с правой стороны стоял рукастый мутант, и само собой я пошел налево. Вместо длинного пустого коридора дорога привела меня сюда, где я и нашел много денег, нашел что поесть,
чем подлечиться, часы, с которых, кстати, сразу же скрафтил взрывчатку, и, собственно, главную героиню сегодняшнего дня – катану. Это острое и легкое оружие, оно, пожалуй, является самым лучшим из тех, что у меня уже есть. Возвращался назад я совсем другим путем, ведь а вдруг там тоже лежит что-то полезное. Пострелял огненными стрелами по рукастому, мне сильно нравятся эти стрелы, правда, применимы они только в таких вот ситуациях, когда ты находишься в безопасности и есть куча времени на поджог наконечника стрелы. И, двигаясь вдоль одной из ветвей этого пещерного лабиринта, я вышел наружу и, глядя на то, что сейчас ночь, я решил вернуться обратно. Просто, знаете, по-моему, с каждым днем в лесу становятся все более опасными враги, так что чаша весов потихоньку переворачивается и в пещере жить становится куда безопаснее, чем снаружи. Эти лабиринты не переставали меня удивлять, казалось, я так долго ходил, а неизведанных мною путей меньше не становилось. Когда я вышел в очередной проход, то перед лицом предстал карьер, но туда спускаться я не захотел и вернулся назад. Впереди было очередное сражение с мутантом, с той лишь разницей, что в этот раз я решил наконец-то испытать коктейли Молотова. Нормально все? Нормально, говорю, все? Жаль, что кроме фото, которое я не смог подобрать, тут больше ничего не было. Тем не менее, карта постепенно продолжала заполняться новыми территориями. И я продирался все дальше и дальше. Я нашел, вы не поверите, бензопилу, которую пока не буду переводить, оставим ее на потом. А после уперся в тупик. Но это не страшно, страшно то, сколько пещер я еще не исследовал. Я нашел какой-то тайник с фото местоположения, как я понимаю, части оружия. Вот только это фото настолько крутое, что понять, где сделана эта фотография, как мне кажется, нереально. Вот что мы здесь видим. Трава, два дерева, бугорок на фоне. Да тут весь остров состоит из травы, деревьев и бугорков. А вот тут самое сладкое. Я нашел ледоруб, который позволит мне пробираться дальше в тупике, из-за которого мне пришлось вернуться. Правда, это я сделаю позже, так как здесь еще довольно много разных ходов, в одном из которых я нашел видеокассету и после этого нашел идеальное место, чтобы сохранить игру и перевести дух. Фух, по-моему, слишком много пещер, не так ли? Поэтому еще час моих скитаний я перескажу максимально коротко. Будучи вооруженным ледорубом, я все же решил спуститься вниз этого кратера. Вот только все, что я по итогу смог сделать, это заблудиться в тех пещерах, где бегал до этого. Совсем забыл сказать, что я открыл для себя новый способ добычи костей. Вместо траты палок для костра можно скрафтить факел и им уже поджигать тела. Так я сэкономлю древесину и сжигаю только тряпки, которые у меня всегда в достатке. С уверенностью скажу, что остальные минут 30 моей ходьбы прошло почти зря. Пара проходов была затоплена, но, к моему сожалению, они все заканчивались завалами, так что, окончательно расстроившись, я побежал домой. Но бежать было не так уж и близко, да еще и ночью, так что я решил заночевать у палаток рядом с морем, где когда-то нашел вход в пещеру. Сегодня я лишь хотел дойти домой, попутно наловив немножко рыбки и разбив очередную кучу чемоданов для пополнения запасов ткани, таблеток и прочих мелочей. Но тут буквально напротив меня появился еще один вход в пещеру, который я раньше не видел. Возможно, это просто один из быстрых выходов из пещер, мною уже посещенных, подумал я. Но когда достал карту, чтобы свериться с набросками, оказалось, что здесь я еще не был. И хоть такие блуждания мне порядком надоели, но перед этим забегом я не играл в Форест на протяжении целого дня, так что азарт успел ко мне вернуться. Сразу я увидел, что здесь есть затопленная пещера, хотя в ней не было ничего, кроме кислородного баллона, который мне как раз пригодился. А дальше, благо, все было более-менее безопасно. Я испытал динамит на рядовых противников, и те убежали, а я чуть не разбился сразу же после этого. Но в целом эта пещера была намного безопаснее предыдущих, так что бывшие ранее чувства опасности и даже страха сейчас обошли меня стороной. И углубившись немножко дальше, я увидел, что пещера раздваивается на два разных пути, и ничего страшного здесь не было, потому что одна из вилок заканчивалась тупиком почти сразу. Правда, здесь было что-то вроде массового захоронения, по крайней мере, выглядело это именно так.
Кроме мутировавших младенцев, здесь не было никого, а вот по луту только веревка, застрявшая в текстуре. Шучу, здесь была видеокамера, и буквально чудом, когда я уже возвращался, я заметил что-то лежащее в руке трупа, и это была пластиковая карточка. Вот это уже интересно, и мне кажется, я знаю, куда ее можно применить. Во второй ветке пещеры не было ничего необычного, не считая вот этого располовиненного туриста и видеокассеты. Я сразу же проверил, что находится в конце пещеры, но поскольку она вела наружу, то я решил пока затаиться здесь и пересмотреть все кассеты, которые я успел найти за это время. Что ж, Форест, спасибо за такой широкий и интересный сюжет. Нихуя не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Получается, что на этом острове цвела и пахла жизнь. Сюда прибыла какая-то девочка, я пока не понимаю, почему именно она фигурирует в видео. Может быть, она как-то связана с произошедшим. Черный парень, закрывающий объектив. Очень полезное видео и артефакт. Понятно только одно, что все это случилось из-за него. На дворе вдруг быстро потемнело, и я побрел спать в свой лагерь, впервые заметив, как завораживающе здесь выглядит луна. Утро начинается не с кофе. Я решил посмотреть, что же за карту я подобрал, и поплыл проверять яхту, ведь там как раз была дверь, закрытая на какой-то ключ. И нет, моя ключ-карта предназначается к другой двери. Поскольку пещеры меня уже слегка утомили, я решил заняться укреплением защитных рубежей своей базы, а именно застройкой отвесной скалы, которой моя база заканчивалась с двоих сторон. Да, я думал, что такой крутой ландшафт не позволит врагам сюда забраться, но забагованный Форест такой... Хер тебе в рыло, сраный урод! И на одну такую ограду из кольев нужно целых 9 бревен. Эта работа заняла бы очень много времени, если бы у меня не было бензопилы. Ну что, Пачита, в бой? Эта штука работала очень быстро. А вот как оружие бензопила оказалась так себе. Я почему-то думал, что урон будет просто невероятный, но потеряв половину здоровья, в страхе быть опущенным бледлицами в буквальном смысле слова чуваками, я отступил и старался раскалывать их строй, выцепляя по одному, по 2 человека. И эта тактика в принципе сработала. Уже давным-давно я заметил те большие хижины на сваях, но только сейчас решил сходить туда и проверить их. Играя давным-давно в бету, я не находил там ничего полезного, но сейчас мало ли что может там быть. И тут была очередная нычка с частями оружия, а значит, что шел сюда я уже не зря. Но в самих домах не было абсолютно ничего полезного, и так я достиг берега противоположного края этого острова. В горы лезть сейчас мне не хотелось, потому что среди гор снега персонаж явно начнет замерзать, а теплый костюм, который я видел в рецептах крафта, требует очень много шкур для создания, так что я решил пройти под снежной шапкой в надежде найти что-то полезное. Мне удалось застрелить оленя, хотя я изначально надеялся использовать для этого только одну горящую стрелу, но этого все равно не хватило. Потом встретил кабана и новую деревню, но из полезного здесь был только чистый горный воздух. Я продолжал исследовать поверхность острова, и, видимо, с сегодняшнего дня начали спавниться настоящие мутанты. Благодаря тому, что они появились поодиночке, сражение не вызвало особых трудностей.
Исследование острова продолжалось. Я решил посетить все отмеченные на карте деревни. Сделать это я хотел по одной конкретной причине. Частей огнестрельного оружия в игре было, окажись, 8, и соответственно деревень на карте было приблизительно столько же. И я решил, что в каждой деревне должны быть тайники с оружием. Плюс некоторые части могут быть в уникальных локациях по типу большого дерева на берегу острова. Но, увы, больше тайников с оружием я не находил. Забрел лишь в небольшой лагерь у реки, где увидел вход в пещеру. И оказалось, что здесь я уже был. И, к слову, о частях оружия, рядом с пещерой я нашел фото с отметкой и думаю, что это и есть местоположение других частей пистолета. Вот только на этом острове настолько однообразный ландшафт, что найти то место удастся только в одном случае, если я случайно забреду именно в то самое место и увижу тайник своими собственными глазами без всяких фото. Начинало темнеть, и чтобы не бежать домой, я решил построить временное место для ночевки. Начал рубить древесину топором, потому что мне казалось, что бензопила из-за шума может привлечь всех аборигенов со здешней округи. И когда уже стало максимально темно, я все-таки лег спать. Мои блуждания продолжались. Я хотел добыть максимально возможное количество шкур для будущего крафта теплого костюма, чтобы не замерзать в этом биоме. И вроде бы шкур было достаточно, но... Да, было одно но. Мне не доставало какого-то конкретного типа шкуры. Значок был настолько мелкий, что я не был уверен в том, что он значит. Но это было похоже вроде бы на волка, так что я побежал в заснеженные горы его искать. Хотя даже не уверен, есть ли волки в Форесте вообще. По пути встретил аборигена, и единственный трофей, который удалось унести, это его голова. Потому что спустя минут 10 тщетных попыток я побежал домой, и даже эта деревенька или что-то за хижины не дала мне ничего полезного. На сегодняшний день у меня была четкая цель. Мой альцгеймер решил взять выходной на сегодня, и я вспомнил о разбитом корабле на небольшом островке, и раз уж я с аквалангом, то надо бы сплавать туда и посмотреть, нет ли там чего полезного. Я сбегал за плотом и поплыл к месту крушения корабля, после чего нырнул приблизительно в месте его потопления, и как минимум его уламки действительно были на морском дне. А вот есть ли тут что-то полезное? Определенно есть. Здесь плавала очень странная колода с веревками, не может же она здесь просто так находиться. Вот я так и подумал и нырнул прямо в этом месте. Подо мной здесь была расщелина, ведущая в затопленную пещеру. Я наготовил катану, но живности здесь не было никакой, и я стал пристально осматривать пещеру. Нашел стрелы для арбалета, это очень хорошо, а после и сам арбалет. Сразу же приценил его, видать, арбалет был старым, потому что выглядел он не очень уж и грозно. А также здесь в пещере был лист с рецептом новых построек, после подбора которого я быстро побежал к выходу, убедившись, что все осмотрел. Просто персонаж начал замерзать, а палок для розжига костра или хотя бы для создания факела у меня не было. Ну и доплыв к острову, я все же решил проверить свою старую теорию и подорвать эту странную площадку, напоминавшую, будто кто-то наспех это все зацементировал. Попробовал стрельнуть из арбалета и поплыл домой отдыхать. Ребята, если честно, то насчет порядкового номера суток я могу ошибаться на 1-2 дня в меньшую сторону, но этот день особенный не поэтому. Я попрошу вас приготовиться к очень длинному путешествию, потому как что-то мне подсказывает, что это приключение может быть последним в сюжетной ветке Фореста. Дело в том, что, судя по карте, осталась только одна пещера, в которой я еще не был, и она находится вот здесь. А поверхность острова, как видите, уже открыта полностью, еще в тот день, когда я безрезультатно искал тайники с оружием. Я проверил инвентарь, чтобы там была еда, вода и стрелы, и без лишних прелюдий двинулся в путь. И я уверен практически на 100%, что эта пещера будет последней, но самой большой. А все потому, что так или иначе, в каждой пещере, в которой я был, на карте был отмечен минимум один вход, и не был я только в одной из них. По пути я в последний раз взглянул на кратер, предвкушая всю боль и испытания, которые могут ждать меня внутри. И вот она, полезли внутрь. Да, судя по карте, здесь я еще не был, а все остальные пути уже отмечены. За первым же спуском меня поджидала толпа врагов. Динамит немножко облегчил мне сражение, а завершил я его уже стрельбой из лука.
Возможно, кто-то скажет, что в таком формате сражаться вовсе не интересно, но я отношусь к этому спокойно. Это ведь игра про выживание, так или иначе с упором на реализм. А в реальной жизни я бы точно не спустился туда, чтобы сражаться с аборигенами лицом к лицу, тем более с такими мутантами. Вторая драка привела меня в большую пещеру, которая к тому же расходилась, как мне кажется, на несколько ветвей. Тут я нашел ногу от игрушки сына и побрел дальше. Нашел фотографию с кучей тел мутантов и продолжил спуск с помощью ледоруба. А внизу меня поджидал маленький сюрприз – шагомер, а после сюрприз уже побольше – мутанта Вирджинию. С ней я сражался, не используя ландшафт, потому что ей удалось добраться ко мне. По итогу полуслепой стрельбы она покинула нас, а я с облегчением выдохнул. На самом деле тут было довольно много мутантов, но показывать однотипные сражения, как по мне, не очень интересно. Скажу лишь, что катана — это лучшее оружие в игре. Быстрое и легкое, в то же время наносит сравнительно большой урон. Ничего другого использовать мне даже не хотелось. А после драки с рядовыми мобами я поджег их тело лаком и дожидался порции костей для создания брони. Эту процедуру я буду повторять регулярно, чтобы восполнять потерянные в драках очки брони. Где-то здесь я нашел ракетку. К слову, хрен знает какой у ней толк, да и сейчас я был занят другим. Это путешествие было куда длиннее, чем я предполагал, и суммарно все это выживание в сети тоннелей заняло у меня порядка 2-3 часов, как мне кажется. Здесь была слегка запутанная сеть пещер, а мне хотелось посетить все второстепенные ветки до того, как я могу пройти сюжет. Так что я старался обыскивать каждый уголок. И здесь на полу пещеры мне повстречался обломок ворот или какой-то стены. Это значит, что здесь точно будет что-то связанное или с самим сюжетом, или хотя бы с каким-нибудь квестовым предметом. Я нашел еще одно фото, это, к слову, уже было попроще в композиции, быть может, когда-то я найду все части оружия. А после я пошел к палатке, заметил фото пещеры. Странно, ведь до этого момента я должен был исследовать уже все пещеры, так что закрадывается мысль о том, что где-то может быть еще одна скрытая пещера с уникальным лутом. Но сейчас все, о чем я мог думать, это сон и сохранение. Сутки пещерной тьмы позади, еще одна драка, еще одна порция костяной брони. Создается впечатление, что у этой пещеры около 4 веток, ведущих в разные стороны. Что ж, надеюсь, так или иначе я захвачу их все. Чтобы немножко расслабиться в этом мрачном и темном месте, предлагаю вам немножко классической музыки. Перевели дух? Отлично, потому что я нет. Погнали дальше. Впереди меня поджидало большое открытое пространство с рукастым, которого я уделал, стреляя из арбалета. И этот мутант немного выделялся бледным цветом кожи и был еще живучее, чем обычный многорукий. Аналогично и с многоножкой, которая приводила меня в ужас немножко меньше, хотя по уровню опасности, по-моему, эти двое были на равных. И спустя еще пару сражений я нашел очередную видеокассету. Из нее понятно, что здесь работал целый научный комплекс, и, очевидно, они ставили эксперименты над детьми. Прямо за кассетой был завал, который я филигранно и аккуратно расчистил. А затем еще один многорукий, от которого я чуть не обделался, так как бежать в этот раз мне было некуда, кроме воды. Но этот умник решил, а почему бы не забаговаться? Я с благодарностью принял столь лестный подарок судьбы и почесал ему спинку деревянными зубочистками, которые у нас, людей, называются стрелами. И тут я второй раз за минуту чуть не обосрался. Хрен знает, откуда он вылетел, но этот парнишка был куда активнее предыдущего. Правда, он решил также самобагануть, сделав мое выживание чуточку унылее, но вместе с тем и легче.
Судя по полученному достижению, я исследовал все пещеры на острове, а это еще одно подтверждение того, что мы уже двигаемся к финалу игры. Да, слегка как-то обидно, особенно на фоне того, что это 100-дневка, а сейчас идет 25 или 26 день. Решив самую сложную логическую задачу нашей вселенной, я продвигался дальше сквозь толпы бледолицых мутантов. Эти парни были побольше обычных аборигенов, поживучие, да и атаковали они куда чаще, но Катана все равно справлялась с ними хорошо, так что всех их ожидало одно. Вы только посмотрите на эту пещеру. Хотя здесь и был спуск вниз, отсюда ничего полезного видно не было, так что я решил здесь особо не задерживаться. И здесь же я нашел последнюю деталь игрушки Тимми. Следующая загадка для сверхлюдей привела меня как раз в тот самый кратер. И черт, как же печально, что я оказался здесь именно ночью. Надеюсь, получится выкрутить яркость так, чтобы вам было видно хоть что-нибудь. Обученный многочасовым опытом, я сразу же начал карабкаться на высокие скалы, потому что... Паркур! У разбитого вертолета я нашел мачете, и блок у него был нулевой. Урон слабее, а скорость почти такая же, как у моей катаны. Я так и не понял, в чем же его преимущество. Дальнейшие бои были абсолютно однообразны. Отчасти, конечно же, потому что я использовал обходные пути в виде паркура, отчасти из-за того, что искусственный интеллект здешних жителей оставлял желать лучшего. А вот второй такой же мутант был куда опаснее. Было абсолютно стрёмно с ним драться, потому что этот кусок кода бегал абсолютно по любому ландшафту. И даже когда я зачистил весь этот кратер подчистую, найти выход было очень сложно, и виной всему это непроглядная тьма. Я бегал по замкнутому кругу, постоянно упираясь в стену, и только под утро, когда я понял, что здешний водоем глубок настолько, что в него можно нырнуть, я нашел выход в виде расщелины на самом его дне. Здесь был рисунок человека с аквалангом, и, блин, мне интересно, кто рисует все эти рисунки. Тимми или какой-то другой ребенок, или же они были нарисованы заранее. В общем, одни лишь вопросы. Очередное сражение привело меня к еще одной видеозаписи, показывающую очевидно то, как началось все, что мы сейчас видим. На кадрах многорукий мутант ломает защитное стекло клетки и вырывается наружу. Чуть дальше на моем пути оказались большие металлические ворота, запертые на электронный замок. Здесь-то и пригодилась карточка, которую я нашел в одной из пещер. И после диких просторов леса видеть современные сооружения, стены довольно необычно. Я пробрался сквозь вентиляцию в научный комплекс, нашел досье одного из детей и краску. Тут я сразу же вспомнил о красном аборигене, который забрал нашего сына из самолета в самом начале игры. Я нашел место, где, наверное, прятался один из детей местного комплекса, посетил местную столовую. Забавно, что из-за того, что электричество здесь работало до сих пор, я смог пополнить свои запасы провианта, буквально купив их. Дальше по пути нам встречается журнал с каким-то артефактом на титульной странице. Очевидно, вокруг него и вращается вся сюжетная линия. Местный интерьер выглядел довольно неуютно. Все эти белые однотипные стены, детские палаты и мертвые мутанты. Даже какие-то слизни. И это отошло на второй план только тогда, когда я встретился с тем самым мутантом из видео, разбившим стекло. И что ж, от багов в нашем мире никто не застрахован, и это был первый многорукий мутант, с которым я рискнул сразиться в ближнем бою. Продвинувшись дальше, я нашел записку «Собственность Меган». Слова были написаны простым фломастером, так что это явно значило, что эта самая Меган все еще жива и обитает где-то в этих лабораториях. Но ни одной живой души здесь пока что не было, не считая, конечно, пары-тройки мутировавших аборигенов. И здесь, кажется, я нашел тот самый артефакт или его часть. Наконец-то я нашел его, я нашел Тимми. К сожалению, мальчик был мертв, но отсутствие 47-й хромосомы позволило нам смекнуть, что все это оборудование до сих пор рабочее. И, очевидно, сына можно воскресить с помощью какой-то жертвы, которой, собственно, он и был.
еще одна кассета, на которой показан огромный сияющий артефакт и его применение, а в комнате напротив лежит тот самый красный мужик из начала игры, который нашего сына и похитил. Рядом была надпись «Папа мертв», и картинка постепенно складывалась. Этот мужик разукрасил себя в красный цвет, чтобы сойти за аборигена, вызвал крушение самолета с помощью артефакта из видео и использовал Тимми, чтобы воскресить девочку Меган. И тут я, кажется, дошел до финального сражения. Кровавые следы на полу вели в безумно огромный зал. Я даже не представляю, кому в здравом уме понадобилось выдалбливать столь большую полость в скале. А главное, зачем, ведь здесь не было ничего, просто огромное пустое помещение. Как раз для битвы с большим боссом, да? Ну вот, я тоже так подумал. Я специально не портил атмосферу своим голосом, чтобы вы ощутили хотя бы частичку той крепоты, в которую я играл. Девочка явно была участником эксперимента, потому что была одета в какую-то целлофановую пленку. Ну и да, эти 3 до хрена огромных щупальца тоже вызывают подозрения. В любом случае бой начался. Я предпочел использовать оружие дальнего боя, потому что, судя по внешнему виду, эта тварь явно будет иметь большой радиус атаки. К тому же она оказалась очень быстрой и частенько сбивала меня с ног. Но кажется, что следовавшие за этим атаки пролетали мимо. И не успел я понять, что произошло, как эта штука выплевала несколько мутантов-младенцев. Я бы пожаловался, но спасибо, что не многоруких громил, ведь этих мелких я просто игнорировал, просто-напросто постоянно двигаясь в разные стороны. Ровно до того момента, когда у меня не закончились арбалетные болты. Я решил подраться немножко с катаной, но в итоге перешел на лук и через пару минут стрельбы одолел эту тварь. Я отнес девочку к артефакту, но это не сработало. Девочка была мертва, и воскресить сына не получилось. Из ее руки выпала золотая карта, и в последний раз взглянув на Тимми, я пошел дальше, думая, что же может меня там ожидать. За небольшим проломом в стене скрывалась довольно длинная пещера, ведущая меня сквозь большой зал с останками людей, которых уничтожила, скорее всего, из-за активации артефакта. И в конце концов сеть тоннелей привела меня к лифту, а от него к вершине этого исследовательского комплекса, откуда было видно весь этот грёбаный остров. А вот и зал с тем самым артефактом. Компьютер на столе содержал данные о пролетавшем над островом самолете и 3 возможных кандидатах для оживления Тимми. Насколько я понял, получается, что этот артефакт применялся для сбития самолетов прямо над этим островом и поиска жертв для своих экспериментов. Но мой взгляд пал на соседний компьютер, который выключал всю эту систему. Артефакт деактивировался, а это значило, что больше никто из людей здесь не умрет. В то же время у Тимми даже нет шанса на то, чтобы ожить. На пути к выходу я нашел зал с закрытыми воротами, и в этот раз эта головоломка не решалась простым складыванием камней. Я вышел наружу, провел взглядом улетавший самолет и сжег последние воспоминания о Тимми. Айо, чуваки, вы все еще на канале Айдо и... Не перебивай, по идее сюжет закончился. По идее это финал... No, this is Patrick. Или все же финал? No, this is Patrick.
Но, как бы то ни было, грустный конец игры одновременно сбрасывает с меня бремя прохождения, поиска квестовых предметов и прочих мелочей. И теперь, если считать, что этот остров мой новый дом, я один дома. Так, а вот оружие я еще не собрал, так что решил первым делом заняться именно поиском деталей к пистолету. Это спорное по части веселья занятие. Некоторые детали я нашел сам, потому что они располагались по краям острова. Остальные искал с подсказками и... О да, но сразу скажу, стрелять я пока что не буду. Насколько я слышал, пули к пистолету это очень редкая штука, так что стоит приберечь их к битве с каким-нибудь сильным мутантом. Як Сашко Фокін, який хотів устанавливать все игры, я решил, что я должен попробовать построить все постройки, которых здесь я даже не знаю сколько, но их явно очень и очень много. И начал я с секретной постройки, чертеж которой нашел в пещере под затонувшим кораблем. Это был чертеж Большого Креста, и требовал он ни много ни мало, больше 30 бревен и палок и сколько-то там камней. Камни я вообще не считаю, потому что они респавнятся буквально везде. И вот я его построил. Да, дерьмище полное, то есть... Хрен знает, какая от него польза, разве что он будет украшать наш и без того странный интерьер. И сегодня я, кстати, таки опробовал пистолет. Он оказался чуть слабее, чем я думал, и я не смог победить аборигена с одного выстрела. Сегодня я решил построить знак СОС. Правда, давайте признаем тот факт, что нас он не спасет. А после этого в очередном сражении с аборигенами мне попался новый вид врага. Этот парень поджигал бейсбольные мячи и швырялся ими. Правда, делал он это не всегда удачно. Знаете, если упорно и долго трудиться, посмотреть пару видео про успешный успех по деревянному телевизору, то даже на диком, затерянном и богом забытом острове можно превратить свою жизнь в сказку. Конечно, если не считать регулярные атаки мутантов, от которых приходится прятаться в ближайшей пещере, то можно жить в комфортабельном, хоть и небольшом доме, защищенном укрепленным чистоколом, есть нормальную еду без ГМО, постреливать по соседям из самодельной катапульты, растить сына и выгуливать собаку, и по воскресеньям ходить причащаться в церковь. Перед этим таская бревна по несколько дней для ее постройки. Да, такая жизнь мне по вкусу. Вот даже своя самодельная яхта есть с деревянным сервантом и фешенабельной кроватью, а в качестве досуга можно заниматься охотой на по-настоящему крупную дичь, после чего со спокойной душой возвращаться в дом, где тебя всегда ждут. Кстати, я обязан вам это сказать. В этой игре срубленные деревья отрастают заново. Раньше я как-то не обратил на это внимание, так как строил все постепенно и особо не фокусировался на рубке деревьев. Но сейчас это стало очевидно, потому что, ну, сами посмотрите. И хоть достаточно часто ко мне приходят соседи за солью, все же в этом деревянном мире жизнь довольно скучна и однообразна, и большую часть времени занять себя попросту нечем. Пока я не вспомнил про золотую карту, которую получил в финале сюжета. Я поплыл на яхту рядом с моей базой, и, о чудо, эта карта подошла, и в запертой каюте я нашел артефакт. Все для меня теперь стало предельно понятно, так как в той последней сюжетной пещере были ворота, которые нельзя было открыть, просто накидав туда камней, поэтому я сразу же побежал туда. На карте было достаточно много меток, и я уже не помнил, какая из них ведет к нужной мне пещере, но благодаря перебежкам со стороны в сторону и разнице в смещении этих самых меток, я понял, что красный значок находится от меня дальше всего, и скорее всего туда мне и надо. По пути пришлось напороться на группу врагов, и поскольку я торопился, то решил использовать пистолет. Да, все же я пришел в нужное место, вот тот самый самолет, где я подбирал ракетницу, и мне повезло не заблудиться. Ворота отворились, и я вошел внутрь. Знаете, судя по обугленным останкам, кажется, что лучше бы эту штуку вообще не трогать, но... Камон, ребят. Артефакт.
Я взял эту странную вещь, которая активировалась на левую и правую кнопки мыши. Одна кнопка раскручивала сферу в одну сторону, и та окрашивалась в голубой цвет, а другая в обратную с красным свечением. Но сегодня испытывать эту штуку уже некогда. Я побежал в ближайшую базу, это был домик на дереве, и лег спать. По пути к основному моему дому меня встретила толпа мутантов, и я решил попробовать артефакт. Залез на большой булыжник и включил красное свечение. Оно выглядело зловеще, и мне казалось, что этим парням будет наноситься какой-то урон, но ничего будто бы и не происходило вовсе. Я изменил цвет, и почти сразу же они разбежались кто куда. В принципе, теперь мне более-менее понятно, что должен делать красный цвет. Скорее всего, он призывает аборигенов. Вот только хрен знает, зачем нужна такая функция. Этот артефакт был максимально полезным. Теперь я могу не волноваться о том, что моя база будет разрушена или что на меня нападут во время рубки деревьев. Эта штука знатно так упрощала выживание. Жаль, что я не вспомнил о ключ-карте раньше. А в целом сегодня я хотел сплавать посмотреть, что находится на других островках в море. Правда, доплыть туда сразу так и не получилось. Я увидел, как что-то плавает на воде, и это было такое же сооружение, как и у затонувшего судна. Значит, здесь точно что-то есть. Так и случилось. Очередная подводная пещера была прямиком под этим бревном, и, будучи вооруженным аквалангом, добраться сюда было проще простого. Внутри был длинный спуск вниз, а на стенах висела куча рисунков, которые в силу низких настроек графики я особо не различал. Из полезного же тут были арбалетные болты и, о да, какой-то планер. Вот такое я люблю. И на обратном пути я увидел второй чертеж. Да, моя внимательность оставляет желать лучшего, но лучше поздно, чем никогда. И на втором листе бумаги была схема огромной высокой башни. Что ж, пожалуй, эти две вещи взаимосвязаны друг с другом. И в этом я окончательно убедился, когда решил слегка погуглить. А вот на самом острове, куда я намеревался попасть, ничего толком не было. Я бы сказал, что я расстроен, но найденные чертежи это еще лучше. Сразу же я их осмотрел уже поближе, и башня действительно была огромной. На нее мне понадобится свыше 300 бревен, а это просто очень много. Сначала я решил, что построю ее где-то посреди озера, чтобы обычные аборигены не смогли ее разрушить. Но поскольку у меня есть артефакт, отпугивающий их, то об этом можно даже не волноваться. К слову, будучи в руке, артефакт не работал, его обязательно нужно было вставлять в землю. И, кажется, я нашел почти идеальное место. Оно располагалось в самом центре карты. Надеюсь, за счет этого я смогу свободно пролетать к любой точке острова. Ну и в сравнении со здешним рельефом, это место можно было назвать возвышенностью. И поставив чертеж, я охренел от количества требуемых ресурсов. Их было настолько много, что интерфейс отрисовывал их не все, а только 300. Да, ну что ж, за работу. И вот, наконец-то, я закончил строительство этой вышки, но ведь для полета нам нужно построить еще и планер. Но не волнуйтесь, чтобы не утруждать вас наблюдением за очередным забегом по шкуры, кости, части тела и всего такого, я уже построил его за кадром, так что, наконец-то, мы можем почувствовать себя свободным. А знаете, что-то в этом есть, когда 60 суток ты только и делаешь, что ползаешь по земле, а тут наконец-то можешь насладиться быстрым полетом, который доставит тебя в любую точку острова. И я не преувеличиваю, потому что планер теряет высоту очень медленно. Я смог сделать небольшой крюк и вернуться к подножью скалы, где стояла вышка.
Естественно, я не начал рисовать мордочки на мечах, как главный герой фильма «Изгой» или герой сериала «Последний мужик на земле», но здешняя жизнь после исследования всей территории острова и пещер, куда я, если честно, почти не бегал, потому что мне не особо нравилось бегать в потемках и искать оставшихся пассажиров. И вместо этого я сжигал время бесконечным строительством не особо полезных построек, в перерыве сражаясь с аборигенами. И, кстати, спустя дня 3 целенаправленных поисков енота, о существовании которого я узнал в интернете, я наконец-таки нашел одного и добыл себе его шкуру. А все для того, чтобы наконец-то почти в конце видео сделать себе теплый костюм, позволяющий спокойно бегать по горам и не замерзать. Еще я открыл некоторые ачивменты за все это время. Например, использовал камень для добивания поверженного врага, сделал 50 тысяч шагов, построил беседку и все в таком духе. 100-й день, в который я могу выдохнуть с облегчением и побежать до последней возведенной мною постройки, проживая предыдущие дни в своих воспоминаниях. А ведь эти 100 дней мне удалось пережить, ни разу не пав от какого-нибудь злобного мутанта или аборигена. Хотя, безусловно, я играл на обычной сложности, тем не менее это было довольно крутое приключение, даже с учетом того, что эндгейм контента здесь достаточно мало, и после прохождения делать тут попросту нечего. Поэтому я вновь забираюсь на построенную мной башню, но теперь уже последний раз. Знаю я, ничего в жизни не вернусь. И теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгну за столы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда об этом узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Если вам понравилась эта 100-дневка или, может быть, вы нашли в ней что-то забавное, можете подписаться на канал и посмотреть мои 200 дней выживания в мире Вальхейма, чего там только со мной не случалось, или другие видео, которые имеют больше развлекательный, чем повествовательный характер. Не забудьте, что вы можете поддержать канал и по классике. Эй, чувак, или может не чувак, поддержи, влепи комменты, лайк поставь, подпишись. Будем пилить видосы, ломать алгоритмы сети.